По вашим многочисленным просьбам и пожеланиям и вопросам хочу повторить вязание подошвы из 17 воздушных петель подробно и обстоятельно. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю вязание подошвы из 17 воздушных петель. Хочу вновь заострить внимание на некоторых важных аспектах вязания этой подошвы. Вот эта подошва у меня это 10,5 сантиметров. Немного о материале. Для вязания такой подошвы понадобится всего очень мало материала: крючок, ножницы и пряжа. Пряжа у меня китайского изготовления, Baby Soft, 100% хлопок. В 50 граммах 170 метров. Пряжа по качеству средняя, не очень плохая, но и не очень хорошая. У нее накрутка не очень, можно было бы, чтобы она была еще получше, чтобы она не разъединялась. Ножницы, крючок номер 2. Нулевой ряд – это 17 воздушных петель, или ее еще называют косичкой. Первый узел для первой петли я очень плотно затягиваю, так как из этой петли я буду вывязывать 6 петель, и хочу, чтобы дырочка была минимальная. 1, 2, 15, 16, 17. Вот такая косичка. Если кому интересно, я могу сразу замерить и показать, сколько сантиметров. Это самая первая косичка, нулевой ряд, 6 сантиметров. Следующий ряд, это будет уже первый ряд. Я его буду полностью провязывать полустолбиками. Значит, я делаю накид и буду вязать со второй петли. Вот первую петлю пропускаю и начинаю вязать со второй петли. Мне нужно провязать до предпоследней петли. Вот она, предпоследняя петля. И у меня остается последняя петля. Вот она затянутая, она самая первая. Я старалась, чтобы она была очень-очень маленькая. Теперь из этой петли я вывяжу 6 петель. Я сначала вяжу вот таким образом. 1, 2, 3. Узелок у меня находился вот с этой стороны. Теперь перекидываю его, подтягиваю немножечко. Делаю накид. Поддерживаю пальцем нить с узелком и провязываю четвертую петлю. Возвращаю эту нитку и провязываю пятый и шестой полустолбик. Вот такое закругление у меня получилось с одной стороны. Перехожу на другую сторону. Продолжаю вязать полустолбиками и одновременно ввязываю остаток пряжи в вязание. Мне нужно провязать до предпоследней петли. Провязала другую сторону, точно так же полустолбиками. Вот что у меня получается. И у меня остается последняя петля для того, чтобы провязать полукруг, закругление. Точно так же накид. Один, два, три. Вот эта первая петля, я ее стараюсь как можно дальше оттянуть, чтобы она потом после провязывания 6 петель из одной петли она была в обзоре. 4, 5, 6. Первый ряд готов. И вот эта первая петля, с которой я начинала первый ряд, делаю соединительную петлю.
Петля подъема, первый ряд готов. Я провязала первый ряд полустолбиками, и в этом ряду еще пока не видно оформление пяточки и пальчиков. Теперь со второго ряда я буду вязать комбинированными петлями. Этим самым я уже буду показывать, где пяточка, где пальчики. Первые 6 петель я буду вязать столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 петель столбики без накида. Последующие 3 петли полустолбики. 1, 2, 3. Следующие 5 петель столбики с одним накидом. Это последние 5 петель на этой стороне до закругления. 1, 2, 3, 4 и 5. Одна сторона готова. Посчитаем вместе 6 петель столбиками без накида, 3 петли полустолбики и 5 петель столбики с одним накидом. Это получается 14 петель. Теперь я буду делать закругление. В закруглении будет участвовать 6 петель, 3 петли с этой стороны и 3 петли с другой стороны, получается уже на другую сторону. Из каждой петли я буду вывязывать по 2 петли столбики с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Закругление готово. Я прибавила на закругление еще 6 петель. Перешла на другую сторону. Так как вязание у меня вот до этой точки симметрично, поэтому следующие петли будут 5 петель с столбиком с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Следующие 3 петли полустолбики. 1, 2, 3. Теперь у меня остается до закругления уже 7 петель, на одну петлю больше. Значит, я буду вязать 7 петель столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так как на этой стороне у меня на одну петлю больше, значит у меня с этой стороны уже 15 петель. Точно так же, как и со стороны пальчиков, на пяточке у меня 6 петель. Из 6 петель мне нужно сделать 12. Значит, из каждой петли я буду вывязывать 2 раза столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ну вот второй ряд готов. Мне осталось соединить этот ряд соединительной петлей, петля подъема. И я приступаю к вязанию третьего ряда. Третий ряд. Первые 10 петель буду провязывать полустолбиками. 1, 2, 10. 10 полустолбиков. Следующие 5 петель столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Я провязала эту сторону, первую сторону, до закругления. 10 петель полустолбиками и 5 петель столбик с одним накидом. Значит, полностью сторона состоит из 15 петель. Теперь закругление. Первая петля. Из одной петли 2 раза столбик с одним накидом. Буду чередовать. Следующая петля. Столбик с одним накидом. Следующая петля. Из одной петли 2 столбика с одним накидом. И следующая петля, столбик с одним накидом. Я вышла на середину. Вот она петля, центральная петля. Центральная петля буду провязывать 3 раза из одной петли столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Так как подошва должна быть симметричная, все как во втором ряду. Столбик с одним накидом. Из одной петли 2 столбика с одним накидом. Следующая петля столбик с одним накидом. Следующая петля 2 столбика с одним накидом из одной петли. Я сделала закругление в третьем ряду и перехожу на другую сторону. Симметрично 5 петель, из каждой петли столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Последующие петли до закругления мне нужно провязать 16 полустолбиков. 1, 2. Проверим. 16 плюс 5 должно быть 21 петля. Значит, я ориентируюсь вот по той двойной петле, которую я закончила закругление. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 21 петля. 21 петля это 16 петель полустолбиками и 5 петель столбик с одним накидом. Теперь буду делать закругление. Из следующей петли вывяжу 2 раза из одной петли полустолбики, 2 петли. Вышла на центральную петлю, центр петли пяточки. Провяжу одной полупетлей. Чтобы была симметрия, вновь из одной петли 2 полустолбика. Последующие петли провяжу полустолбиками до вот первой начальной петли. Вот она последняя петля, провязываю. И следующая петля соединительная.
Третий ряд готов. Вот что получается, уже видно, где у меня находится пяточка и где у меня находятся пальчики. Ширина уже разная. Третий ряд связан. Вот уже видно, как оформилась подошва, задняя часть, передняя часть. И у меня остается последний, заключительный четвертый ряд. Он будет состоять только из столбиками с одним накидом. Буду вязать полностью весь ряд. Поэтому я делаю еще одну воздушную петлю. И первые 15 петель я провяжу столбиками с одним накидом до закругления. 1, 2, 15. 15 рядов связано до закругления. Теперь провязываю из одной петли 2 столбика с одним накидом. Следующая петля столбик с одним накидом. Следующая петля столбик с одним накидом. Через 2 петли, вот теперь эта петля, снова из одной петли 2 столбика с одним накидом. И вновь интервал столбик с одним накидом, столбик с одним накидом. И я вышла на середину. Вот посмотрите, из одной петли я вывязывала 3 столбика с одним накидом. Теперь вот из этой первой петли, так как она у меня центральная, я вывяжу вновь из одной петли 3 столбика с одним накидом. Также симметрично буду вязать сначала 2 петли, в каждую петлю столбик с одним накидом, один раз и второй раз. Теперь из одной петли 2 столбика с одним накидом. Вновь 2 петли, из каждой петли столбик с одним накидом, столбик с одним накидом. Вновь из одной петли 2 столбика с одним накидом. Все, закругление закончилось. Перешла на другую сторону. На другой стороне мне нужно провязать 22 столбика с одним накидом в каждую петлю. 1, 2, 20, 21, 22. Вот провязала 22 петли и теперь буду делать закругление. Следующая петля, из одной петли вывязываю 2 столбика с одним накидом. Следующие 2 петли, из каждой петли столбик с одним накидом. Вот у меня центральная петля, и из этой центральной петли я вывяжу из одной петли 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Также по симметрии один раз столбик с одним накидом, 1 петля, вторая петля, столбик с одним накидом. Следующая петля, из одной петли 2 столбика с одним накидом. Все остальные петли столбиком с одним накидом. В последнюю петлю точно так же провязываю столбик с одним накидом. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону. Подбираю петлю, вывожу ее, эту петлю, делаю зазор немножко побольше петлю, вот так. Зазор этот сформируется потом в нормальную петлю. Сейчас я покажу, как я ее оформляю. Вот у меня получилась половинка петли. Теперь я ее сформирую вторую половиночку. Вот. И чтобы она у меня туда-сюда не бегала, я ее немножечко прихвачу, чтобы потом в вязании, когда я буду вязать бортик, чтобы у меня все петли были одинаковые. Вот что у меня получилось. Эта подошва по окончанию 4-го ряда также составила 10,5 сантиметров, 72 петли. Выглядит симпатично, поэтому надо будет подумать, чтобы бортик и все остальное вверх был очень красивый. 2 подошвы одинаковые. Я постаралась максимально четко показать и рассказать, как я вяжу подошву из 17 воздушных петель. Я желаю вам здоровья, бежите в удовольствие, радуйте себя, своих близких
До свидания, до следующих встреч.